Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. У нас сегодня первый теплый денек, и это время, когда мне захотелось поговорить с вами о моих любимых весенних ароматах, о тех ароматах, которыми я пользуюсь сейчас этой весной с удовольствием, и, возможно, вам это также будет интересно. И если честно, первые ароматы, про которые я вам сейчас расскажу, я думаю, вас удивят. А все потому, что это уже такие старички, и плюс ко всему это супербюджетные старички, но тем не менее они великолепны. Первый аромат — это Green Tea от Элизабет Арден. Ему уже просто миллион лет, но если честно, он прекрасен. И сейчас весной я нашла остатки во флаконе, и я с удовольствием им пользуюсь. В нем есть такая легкая акварельность, но в то же время есть какая-то такая шероховатость, есть глубина, что-то такое пикантное. И он действительно для меня буквально-таки синоним весны. Он такой лимонно-бергамотно-чайный. И вот, кстати, когда я буду в следующий раз делать видео о бюджетных клонах люксовых дорогих парфюмов, то аромат Elizabeth Arden Green Tea будет в этой подборке как супербюджетный аналог. А именно это аналог на аромат от Francis Kurkdjian Aqua Media. И при этом, возможно, я вас сейчас шокирую, но разница в цене здесь просто колоссальная. Если Green Tea за 30 мл стоит в районе 25 евро, то аромат от Francis Kurkdjian за 35 мл стоит уже 125 евро. Это также прекрасный весенний аромат, и они, я думаю, процентов на 90, мне кажется, идентичны с Green Tea. При этом Green Tea выпущен миллион лет назад, а этот аромат, можно сказать, что новинка. Ну а следующий аромат в моей весенней подборке — это также старичок, и это очень бюджетный старичок, но тем не менее он великолепен. Я говорю про Angel Schlesser Femme. Аромат, вот честно, мне кажется, этот аромат, он не имеет каких-то аналогов. Он звучит очень самобытно, и он прекрасен. Он ассоциируется у меня с белым цветом, с чем-то хрустящим таким. Он немножечко колкий и безумно красивый. Здесь очень красивое соединение ландышей, цитрусовых, кардамона, древесных нот и можжевельника. А из относительных новинок мне очень понравилась Моника от Грити. Если вам нравятся пионы, а весной, мне кажется, парфюмы с пионом звучат очень хорошо и уместно, то этот парфюм вам также понравится, как и мне. Здесь пионы в окружении ванили, сандала, фруктов и жасмина. Это звучит нежно, это звучит женственно, немножко романтично, и это то самое отличное весеннее настроение. И закончить сегодняшнюю подборку прекрасных весенних ароматов я хочу парфюмом Rose Экибана от Hermès. Здесь, конечно же, солирует роза, это даже видно из названия, и она здесь действительно вот весенняя роза, очень такая легкая, свежая, как будто бы роза с зеленью, роза с первой росой. Нежная, чистая, водянисто-акварельная роза в этом аромате просто прекрасна. Аромат звучит изысканно, я бы даже сказала аристократично. И весной действительно очень красиво раскрывается. Роза здесь в окружении цитрусов, которые дают как бы свою такую кислинку и свежесть. Чай и ревень добавляют терпкости, ну а специи дают глубину и наполненность этому парфюму. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И также напишите в комментариях о ваших любимцах на эту весну. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!